День 1548. Алекс на связи. Сегодня обнаружил, что у меня не включается свет в коридоре при входе в квартиру. Это из-за того, что я недавно переделывал сохранение параметров в базу и запуск автоматизации. У меня автоматизация написана в скриптах на Bash. Раньше я использовал Python, но сейчас я его не использую, потому что много раз сталкивался с ситуацией, когда менялись версии Python, менялись настройки системы, и после этого скрипты переставали работать. Приходилось все заново переустанавливать и перенастраивать, что не очень удобно. Используя Bash, в принципе, все эти проблемы они обходятся, поскольку он достаточно стабильный, никакие дополнительные утилиты и модули не используются. Я стараюсь по минимуму вообще использовать какие-то нестандартные команды или библиотеки. Например, даже устройство, которое посылает информацию в формате JSON, я разбираю просто с помощью скриптов на Bash, сделал несколько универсальных своих функций, и в принципе достаточно несложно можно делать разбор даже больших описаний состояния устройств. У меня сделано так, что при входе в квартиру стоит датчик открытия дверей, стоит датчик движения. Если движения давно не было, и дверь открывается, и время там соответствующее с 7 до 12 ночи, то происходит включение света. У меня использую датчик на частоте 433 МГц. Сигнал отправляется через мой шлюз и дальше передает по MQTT в систему умного дома. И при сохранении параметра я запускаю скрипт автоматизации, который проверяет все возможные автоматизации, в том числе и срабатывание на открытие двери. Для того, чтобы нормально обработать все возможные комбинации, у меня делается загрузка в этом скрипте данных сервера. Это достаточно много параметров, около 1500 параметров. Но это, в принципе, достаточно несложно и недолго обрабатывается. Занимает не более 1 секунды. Я много экспериментировал и пробовал сделать и быстрее. Но на самом деле это достаточно уже приемлемо. Если вдруг мне надо использовать какие-то более быстрые способы реагирования, например, если, опять же, это вход в квартиру или это вход, например, в ванную или в туалет, и чтобы задержки не было при включении света, то я использую альтернативные варианты, специально заточенные под конкретные ситуации. Я использую несколько видов автоматизации. Это автоматизации, которые срабатывают при отправке значения на сервер умного дома. В этом случае проверяется текущее значение, проверяется старое значение, проверяются все возможные комбинации датчиков, например, чтобы они были включены или выключены, время между срабатываниями, в том числе и срабатываниями самого датчика, который прислал сигнал. И второй тип автоматизации – это срабатывание по таймеру, по времени. Запускается, у меня сейчас сделано, что раз в 10 секунд этот скрипт, он проверяет все виды комбинаций и ситуации по данным. Это может быть и выключение света, если он горит долго, это может быть срабатывание по таймеру по времени, или может срабатывание по температуре, по влажности и любые другие. У меня общее срабатывание всех скриптов и обработка происходит где-то порядка 2 или 3 секунд. Например, если вышли из ванной и открыли дверь, то вентилятор проработает 5 секунд или 10, проверит состояние влажности, проверит состояние открытия двери. Если условия соответствующие, то выключится вентилятор. То же самое происходит и в коридоре. Проверяется, прекратил датчик движения определения людей. Был ли включен свет, горел он больше 30 секунд. Если все условия выполнились, то, соответственно, свет выключается. Также у меня отправляется информация в систему умного дома Яндекса. Недавно сделали они дополнительное обновление, что можно отправлять состояние сенсоров в систему умного дома. И на базе этой информации делать разные триггеры и сценарии. Взаимодействие системы умного дома Яндекс с другими системами происходит несколькими способами. Это может быть периодический опрос состояния датчиков и системы умного дома
Или когда система умного дома сама отправляет запрос Яндексу и передает информацию об изменении устройств. Это позволяет гораздо быстрее получать информацию об изменении устройств и делать разные сценарии на срабатывание триггеров. Значение параметров моих датчиков также передается в систему Яндекса. Например, от датчиков, работающих на батарейках, я передаю, кроме необходимых параметров, еще состояние заряда батареи. В самой системе не предусмотрен этот атрибут. Это просто напряжение. Обычно оно предусмотрено для сохранения напряжения в электрической сети, то есть 220-230 вольт. И сам параметр, он целый и не позволяет сохранять дробные значения. А уровень напряжения батарейки, конечно, достаточно низкий, и важно отслеживать и сотые значения вольта. И есть особенность системы умного дома Яндекса в том, что если, например, запрашиваешь температуру, он очень любит объединять значение всех температур датчиков в комнате. Иногда это выдает ошибочное значение. Например, если один датчик температуры измеряет температуру в комнате, другой измеряет, например, температуру батареи, третий измеряет температуру на улице или еще какую-то, то усредненная температура получается абсолютно неверной. Если сценарий не соответствует параметрам, то, конечно, я его не буду передавать. Например, если я сейчас запрошу температуру в комнате, то она покажет в районе 20 градусов, потому что у меня есть датчик, который не работает и передает нулевую температуру. А другие датчики передают температуру воздуха.